Ну, соответственно, мы расслабляем нашу грудину, декольте, кому как удобно. Ну, мы расслабляем крем, складываем заодно, расслабляем плечи. То есть движения довольно у тебя получаются глубокие. 3-5 раз. Поднимаемся наверх. Как раз заходим до трапеции. И прорабатываем трапецию. То есть вот таким образом. То есть делаем 3-5 повторений. Поднимаемся наверх, ближе к выйной линии затылка, даже к затылочным буграм, где крепление у нас трапециевидной мышцы. И либо пальцами, либо всей поверхностью руки, как удобно, ты это все прорабатываешь. Вот таким вот образом. Ну, затем ты поворачиваешь голову, чтобы тебе не прыгать 100 раз. Ты просто рукой спускаешься вниз, углубляешься вот таким образом. И прорабатываешь полностью и шею, заднюю часть, и переднюю шею часть. То есть здесь у тебя работает еще дополнительно грудино-ключично-сосцевидная мышца. То есть вот таким образом ты это все прорабатываешь. Движение довольно такое обхватывающее, глубокое довольно. Все, здесь вот и расслабливаем. И то же самое мы делаем с другой стороны. Тоже максимально возможно обхватываешь шею. И вот таким образом ты прорабатываешь полностью все. Там 3-5 повторений. То есть сделаем. Опускаемся на плечи. И проработаем задний пучок дельтовидной мышцы. То есть вот как раз вот эту часть мы прорабатываем. Ну, почти всем людям это очень приятное движение. Потому что все работают и за компьютером, и телефоны держим. То есть тем самым мы еще снимаем напряжение с наших плеч. Вот. Затем мы прорабатываем полностью наше декольте. То есть таким образом. Мы ставим руки вот таким образом. И рисуем словно запятые. Вот таким образом. И растяжку сделали. То есть прорисовали вот такую запятую и сделали растяжку. То есть тем самым мы дополнительно растягиваем наши грудные мышцы, чтобы лучше их проработать. Вот. После растяжки мы можем пальчиками размять наши грудные мышцы, малая и большая грудные мышцы соответственно. То есть ставим пальчики. Если мы хотим сделать движение более сильное, ставим больший угол. Если сделать хотим более плавное, ставим тупой угол. То есть вот так, если. В данном случае, если человек более субтильный, мы ставим все-таки пальчиками. Вот таким вот образом мы это все проминаем. Если клиентик более крупный, мы можем поработать костяшками. Сильно давить не буду. Вот. То есть мы прорабатываем костяшками. То есть полностью по зоне декольте. Вот таким образом. Вот. Вот. Затем мы расслабим дополнительно еще и все расслабляем. То здесь мы заводим руку опять в область трапеции и мы растягиваем. Вот таким образом все. То есть дополнительно здесь еще растягивается плюс трапециевидная мышца. Дополнительно еще может даже умудриться растянуть и ромбовидную мышцу, она у нас вот здесь, где лопатки. Ну, соответственно, тоже сюда заводим руку, как раз где трапеция. Можно как ориентир по пальцу. То есть по пальцу. Чтобы был так, примерно ориентир, насколько заводить. То есть, вот, полностью твои пальцы находятся внутри. Вот. И здесь мы тоже это все растягиваем. Таким вот образом. Тоже можно стоя делать. Можно сделать как тебе удобно. То есть тебе в любом случае нужно адаптировать движение, чтобы тебе было максимально комфортно. Потому что спина твоя тебе не скажет спасибо в любом случае.
Еще очень хорошее движение расслабляет, как волна. То есть мы можем вот так вот сделать. Вот и все. Расслабим. Затем мы перейдем на лицо. Вот. Мы его пока погладим, расслабим. Лоб можно не жалеть. Лоб очень любит, чтобы его гладили. Ну, соответственно, здесь еще очень приятно. Особенно мышцы гордецов, мышцы, сморщивающие бровь. Настя такая молодая уже. Вот. Класс. Слушай. Вот. То есть движение здесь еще есть более глубокое. То есть мы эту мышцу именно растягиваем. То есть ты вот можешь положить палец на палец, чтобы у тебя было больше, сильнее напряжение, если ты сидя делаешь. И, соответственно, ты мышцу растягиваешь. Вот. Можно в такое движение сделать, как альтернатива. Вот таким образом. Потом прорабатываем наши брови. Вот такое движение. Ставим пальцы между бровей, вот, где у нас выключается человек. Кнопка выключения его. И, соответственно, такое растягивающее движение мы делаем. Вот здесь даже можно, если у человека есть морщинка, да, но такими более короткими и очень интенсивными движениями, мы можем лишить его этой морщинки. Вот, уберем ее. Ну, не с первого раза, конечно, мы не волшебники. Вот. С глазами. Как мы проработаем глаза? Подожди, а волосы? Подожди, волосы. А. Волосы тоже тебе будут. Вот, мы сформируем еще даже скулу. Да, скулу. Таким вот образом. Вот. Затем мы поворачиваем нашего человечка, клиентика. Ну и смотрим, насколько у нас здесь двигается ткань. Здесь у нас, получается, ткань хорошо идет вниз. Вот наверх уже тупик. Все, надо теперь не двигаться. То есть здесь мы берем 3 пальцами, нам можно просто эту фасцию растянуть. То есть как раз вот может даже немножко уйти за линию роста волос. То есть мы тянем вниз, тянем в сторону. То есть мы двигаемся здесь к затылку и тянем наверх. То есть мы распределяем по всей поверхности. Вот таким вот образом. То же самое мы делаем и с другой стороны. Опять же мы смотрим барьер, то есть насколько здесь хорошо двигаются ткани. Опять же везде по-разному двигаться. Здесь вот вообще, мне кажется, ты видишь, особо Не проработала, да? ну, не так сильно двигаться, как там. То есть здесь можно, например, если здесь мы сделаем 6 раз, да, здесь можно спокойно даже 10 раз сделать. То есть, ну, нам нужно, чтобы движения были интенсивные. Вот. И, соответственно, мы наверх все тянем. По-моему, здесь даже почти все хруст, да? Если ты слышишь такое, как хруст, это то, что мы с тобой разговаривали. То есть здесь как раз-таки сама фасция расслабляется. Это нормально. То есть как будто снежок еще ты можешь слышать. Как крахмал, как будто, вот, как альтернатива. Как бы это нормально, здесь ничего бояться не нужно. Но есть да, я сейчас слышала такой прям... Вот. Это и есть движение, какое спайка еще и называют. То есть как раз мы убираем вот эту спайку. Вот. Ну ты чувствовала, да, кстати? Ты услышала? Вот. Да. То есть вот мы здесь вот расслабили пальцы, но можешь уже посмотреть, все. То есть уже ткань легче двигается, чем в первый раз. Да. Вот. Ну, человек еще может потом отметить, что он слышит лучше. Вот, затем следующее движение мы будем расслаблять нашу лобную мышцу. То есть она уникальна тем, что одно брюшко у нас крепится к лобной части,
лобной кости, а вторым крепится уже непосредственно к затылочной кости. То есть тем самым она как бы оборачивает нашу голову. Здесь у нас приходит затылочный апоневроз. То есть здесь мы ее каким образом можем расслабить? То есть мы ставим либо 3 пальца, в зависимости от того, какое лицо и какая рука. Ставим на линию брови. И довольно глубоким движением мы ее проминаем. То есть, максимально, насколько тебе позволяет уйти рука. Вот. Затем мы, получается, ставим у нас палец посерединке, вот таким образом. Вот. Еще дам один комментарий. Вот. Если ты видишь у некоторых людей здесь сильно выступающую вену, вот как здесь, в нормальном состоянии, то есть не в состоянии, когда ты проработал ткани и сделал массаж, а в нормальном, то есть пришел, у него уже выступает вот эта вена, лучше обойти, то есть, например, сделать пальцы пошире, чтобы не зацепить эту артерию, вену точнее. Вот здесь ты имеешь в виду, Да. Здесь у нас проходит вена, которая питает наши глаза. То есть ее не трогать, да? А вот эта вена, она ничего, если... Здесь ничего страшного Здесь нет. ничего, да? То Здесь есть тут нет. могу. Здесь нет. Вот здесь, если. Окей. То есть здесь у нас. Мгм. То есть как бы ты если сильно видишь, что они прям выступают, то лучше сильно прям на них не давить. Не давить. Да. Мгм. То есть, например, по той же причине, почему не ставят филлеры в эту область. Потому что если мы поставим филлер в эту область, мы просто перекроем доступ к этим венам, человек просто может ослепнуть. Ослепнуть. Да, будет ишемия. Пипец. Ну, просто, Поставишь ботокс, если и останешься это. кстати, более чем, то есть если ты попадешь иглой в сосуд, ботокс это у нас токсин, в первую очередь. Не нужно это забывать. Вот, затем следующее у нас движение мы начинаем от линии роста волос. Волос. То есть здесь мы можем, Стоя. да, Мгм. здесь мы берем полностью всю голову, обхватываем, полностью обхватываем всю голову. И вот таким движением мы уходим к макушке. Вот таким образом. Вот таким образом уходим на макушку. То есть вот таким образом. Сколько раз так делаешь? Здесь уже ты смотришь по времени, сколько у тебя Сколько остается. времени. Ага. Да. Ну, 6-8 повторений хотя бы минимум нужно сделать, чтобы расслабить вот этот затылочный апоневроз. Вот. Пока на этом все.